хочу рассказать о том, как закончилось наше плавание на каяке. Надвигается туман. Там были рифы, здесь просто огромные волны. В этот раз мы забыли воду взять с собой. Это самое настоящее выживание без воды и еды на необитаемом острове. Ну привет! Сегодня мы отправляемся на необитаемые острова Владивостока. Присаживайся поудобнее и поехали смотреть красивое. А если ты будешь смотреть это видео до конца, то тебя ждет маленький бонус. Во Владивостоке есть несколько островов, до которых можно добраться только на катере. Мы отправляемся на самый отдаленный – остров Риккардо. Расстояние от Владивостока до него 32 километра. Свое название он получил в честь адмирала Петра Ивановича Риккардо, мореплавателя и исследователя. А мы ведь тоже исследователи в своем роде. Так что садимся в катер и погнали в свою мини-экспедицию. Наш путь проходит мимо того самого русского моста и острова, а также множество других небольших островов. Солнечное утро и гладкое, как озеро, море предвещает незабываемый прекрасный день. И вот мы прибываем на остров Риккардо. И первое, что нужно сделать, это, конечно же, подкрепить свои силы. Ну вот, ребят, забросили нас на остров Риккардо, и мы сидим едим китайскую кухню. Вчера ходили в китайский ресторан. Вот, в общем, ну, одно блюдо вроде бы как ничего, второе сомнительное. Но порции очень большие. Мы вчера съели половину, вы посмотрите, какой огромный контейнер. Это мы половину съели. И вот еще второй контейнер. Порции прям большие, но насчет вкусовых качеств, ну, такое себе. По сравнению с грузинской кухней и кыргызской кухней, тоже мы здесь заходили, ну, это вообще рядом не стояло. Кыргызская кухня, кстати, мне вообще понравилась. Заходили, я брал уйгурский лагман. Вот. И вообще это прям так вкусно было. Мне прям понравилось. А китайское такое есть можно, но без удовольствия, я бы сказал. Для разнообразия, мне кажется, очень даже интересно попробовать китайскую кухню. Но в любом случае мы заказали только 2 блюда, потому что порции огромные. Мне кажется, нам бы и одного хватило. Может быть, мы еще не знаем каких-то других вкусных китайских блюд, поэтому объективно не можем оценить. Но пока мы кушали на берегу этого замечательного моря, появились наглые пернатые попрошайки. Вот я подкармливаю китайской едой чай. Тебе что не нравится? Что ты орешь? Еще одна прилетела. Давайте ешьте, вам что, рыбы надо? Живет всех. Она гонит, мне кажется, всех. Вот это наглая. Она даже нахохлилась, как будто это ее берег. Хочу выкину в море. Вот, смотри, какая здоровая прилетела. Не, ну это вообще.
Это как бабка. Что, бабка? Да, кидай. Кто схватит? Опа, опа. Это вообще наглые. Все это представление напомнило мне блогеров, которые выпрашивают лайки. Я не исключение, поэтому лайк поставь. К счастью, это бесплатно. Ну, ребят, вот мы отправились по острову Русскому. Сейчас пока идем по берегу. И здесь на берегу вообще класс просто. Множество просто вот таких вот идеальных. Наверное, это гребешок, если я не ошибаюсь. Просто вообще мы уже набрали себе для того, чтобы память какая-то была. Может, кому-нибудь подарим. Это вообще класс. Хотя ими здесь просто усеян весь берег. Вот такими вот идеальной формы. Но, к сожалению, и мусор есть, он здесь везде. Хотя этот остров необитаемый, но вот мусора здесь предостаточно. Ну, людей здесь много. Вот, допустим, видно, много катеров стоит. Но это показывает то, что насколько уже засорена просто эта планета. И если так будет продолжаться, скоро мы будем приезжать не на такие вот красивые острова, на которых сможем отдыхать, а на острова мусора. Ну и, естественно, на это будем смотреть. На самом деле, в своих выпусках я не хотел бы рассказывать о мусоре или касаться каких-либо других неприятных тем. Но замечаю, что многие из тех, кто смотрит меня, хочет видеть не только красивую картинку, но и реальную. И в этом видео я еще не раз вернусь к этой теме. К тому же, может быть, вот такие правдивые моменты помогут всем нам хотя бы чуточку быть более ответственными в обращении с природой. А пока давайте продолжим исследовать этот чудесный остров. Как видите, остров просто сводит с ума своей тихоокеанской красотой, по крайней мере нас точно. Но давайте познакомимся с ним поближе. Остров Риккардо состоит из двух частей, соединенных узким перешейком, северный и южный. Его длина 4 километра, максимальная ширина 2 километра, а максимальная высота 178 метров. Мы пройдем от места нашей высадки до самого узкого места острова, там перейдем на его другую сторону, искупаемся в Японском море, а затем поднимемся на возвышенность южной части. Ну, ребят, мы вышли на другую сторону этого острова, и с этой стороны как раз мы видим Японское море, просто бесконечный простор. Но вид, конечно, вообще шикарнейший просто. Непередаваемые ощущения. Волны здесь, конечно, прям такие.
Мне даже страшно туда заходить, потому что на Черном море мы были. Там меня прям хватало этими волнами. А здесь я не знаю. Здесь еще хуже, наверное. Еще унесет куда-нибудь. Страшно. Ну и вот, ребят, мы дошли до такого интересного места, классного. Такая скала, пес прям мелкий песочек с такими прям супер гладкими камнями. Искупались мы в Японском море. Водичка, конечно, попрохладней значительно, чем в Черном море. Но зато такие виды невероятные. И здесь ради этого стоит сюда приехать. Вот, а сейчас мы отправляемся вот на эту гору. Я не знаю, сколько по времени это займет. Надеюсь, мы успеем, потому что у нас 5:30, 6 часов катер обратно. И вот нам нужно успеть, но там есть смотровые площадки обзорные, в которых красивейший вид должен открыться. Но вот о чем мне хотелось сказать, конечно, не только красивое здесь можно увидеть, но и вот такое. О чем, в принципе, я и говорил. Хотя остров необитаемый, но мусора здесь достаточно. Сегодня единственный теплый день за все время, пока мы здесь находимся. А мы уже здесь 4-й день. До этого все время были дожди, прохладно. Мы уж думали, что рассчитывать на теплую погоду не стоит. Я одел черную футболку, одел штаны. Оксана тоже оделась по-теплому в штаны. А сегодня просто такая жара. И вот мы идем по горам. Просто это еще жарко. Так что в Приморском крае, во Владивостоке, погода очень непредсказуемая. Даже прогноз погоды часто ошибается. То есть на день вперед прогноз погоды даже вообще смотреть особо смысла нету, потому что показывает одно, а на следующий день совсем другое. Ну когда жара была нам помехой? Тем более, что с каждым шагом нам открывается вот этот потрясающий вид. И это еще сильнее подталкивает нас двигаться вперед по этой еле заметной тропинке. Кстати, говорят, что здесь водятся змеи, некоторые из которых могут быть ядовитыми. Мы, к счастью, их не встретили, но это нужно иметь в виду. И вот мы на вершине. Уху!
кроме самой красоты острова, в прибрежных водах можно встретить тюленя ларгу, дельфина и даже кита. Этого, к сожалению, мы не увидели, но только от осознания того, что где-то здесь, в толще воды, могут проплывать эти удивительные создания, наступает восхищение. Здесь у нас Россия. С этой стороны там через гору, через море будет Северная Корея, Южная Корея. А здесь через море Япония. Это просто вообще непередаваемо. И что самое интересное, здесь уже растительность, все остальное, и оно именно ближе, наверное, к тем странам будет, чем типичный российский лес. Вот как, находясь в таком красивом месте, не взять и не пообедать хорошенечко. Сидишь и вот с таким видом обедаешь. Это просто шикарно. Царское кушанье называется. Класс. Ну, всегда, когда обедаете в таких красивых местах, весь мусор забираем с собой, чтобы потом другие также могли в таком красивом месте, в чистом, покушать и насладиться природой, а не мусором. Слушайте, из-за того, что погода такая непредсказуемая, и мы, следовательно, забыли крем для загара, от загара, я просто весь сгорел. Преимущественно руки, просто смотрите, часы были одеты. Что получилось. Так что следующие дни я, скорее всего, буду с облезшим лицом и руками. Вот так. Ближе ко времени прибытия нашего катера погода начинает портиться. И так как у острова нет оборудованного пирса, забраться на почти 2-метровый катер, который то и дело море хочет выбросить на берег, становится квестом. Но нам это удается, и мы прощаемся с островом Рикарда, который останется в наших сердцах навсегда. А для того, чтобы попасть на этот остров или другие необитаемые острова Владивостока, необходимо заранее забронировать тур. Туры бывают как на один остров, так и на несколько за один день. Как видите, нам не хватило дня, чтобы обследовать только один остров Рикарда. По стоимости вышло 3500 рублей на человека. Но мы же все любим, когда есть скидки. У меня для вас отличная новость. Я создал Telegram-бота, в котором собрал промокоды на скидки от самых разных брендов. Там есть все: сервисы для путешествий, бронирование жилья, каршеринга, покупки одежды, продуктов и даже косметики. Некоторые предложения доходят до 50% скидки. Переходи по ссылочке под этим видео, выбирай предложение и экономь на покупках. Ну что, ребят, сегодня идет уже 6-й день нашего нахождения во Владивостоке. И сегодня мы приехали снова на остров Шкота для того, чтобы отправиться на каяке вокруг него. Это будет вообще просто сумасшедшее плавание, потому что ни я, ни Оксана еще ни разу не плавали. Просто вокруг острова. Он не маленький. Я не знаю вообще, как это будет. Мы сначала попытаемся, проверим свои силы, а потом уже отправимся. Надеюсь, мы вернемся живыми. Ну, ребята, мы плывем. Мы отправились вот оттуда. Вот здесь глубина, конечно, я даже не знаю, какая. Не представляю. Нам надо плыть туда. Когда сюда приехали, здесь уже прям был такой нормальный туман, что даже этого острова не было видно. Вот. Но сейчас, потом он разошелся, и сейчас, кажется, еще снова надвигается туман. Так что
Надеюсь, все будет хорошо. Жена, как тебе? Ну, интересно. Страшновато, конечно, потому что мы с Ильей не умеем плавать. Если что, то не знаю. Вся надежда на жилеты. А так очень даже интересно. Мне кажется, если знать, как делать, то мне может быть кому. Да, здесь плавают и с детьми. Нам рассказали, что с детьми человек плавал, с двумя маленькими, прям совсем там по 2 года, да. Вот. И я вчера, перед тем, как отправляться, прочитал, есть ли акулы во Владивостоке. Вот. И это прям такие там страшные истории. Есть акулы каких-то 2 видов. Вот одни вроде бы на человека не нападают, а другие прям могут, короче, напасть, и прям на лодке нападают, и могут выпрыгивать из воды и хватать людей на лодку. Страшно, страшно. Но мы отчаянные. Так что плывем дальше. Ребята, ну это вообще просто что-то сумасшедшее. Мы сейчас прошли, там как бы были рифы, а вон, кстати, их видно, возможно, вон там. Это ничего страшного оказалось. Вот, но здесь уже волны выше стали, чем там, потому что здесь уже как бы открытое море считается. Вот там. Уже все. То есть земли там нет. А здесь, с этой стороны, вы просто посмотрите, какой сумасшедший красивый берег. Просто и там какие-то птички едят. Я не знаю, кто это, чайки или кто, не разбираюсь в птицах. Ну, красота, конечно, вообще. Не описать словами. Сейчас мы зашли в бухту. Просто остановились вот здесь. Тут такие волны огромные по сравнению с тем местом, откуда мы выходили. Здесь просто огромные волны. Я не знаю, слышно меня или нет, потому что оставил микрофон короче, там, на месте. Вот. Но зато сейчас есть возможность показать это все с берега. Мы здесь уже были, только наверху. И тогда шел дождь, и ничего не было видно. Я вообще был без камеры, снимал на телефон. В этой бухте есть вот такое интересное место. Расщелина такая. Вообще классно. Здесь значительно тише, чем у берега. Даже можно было бы ночевать, наверное, здесь еще шикарно было. Да? Да. Вот. Вообще, путешествовать на каяке, конечно, это вообще круто. Потому что можно почувствовать себя каким-то полинезийцем, настоящим, как будто бы ты просто там в какую-то древность попал, плывешь вдоль острова. Это такие вообще эмоции непередаваемые. Что-то можно открывать для себя новое.
Понятно, конечно, что эти острова уже посетили просто тысячи, может даже миллионы людей. Не знаю, может я погорячился, но тысячи, наверное, точно. И вот не очень, конечно, приятно, когда приплываешь, да, в какое-то место, или даже попадаешь на необитаемый остров, а здесь просто посмотрите, что. Просто посмотрите, сколько мусора. Кругом мусор. Вот. И вроде бы казалось место такое шикарное, такая красивая природа. А вот то, что отношения людей все портит. Это прям вообще. Еще у нас в этот раз вообще прям, мы как всегда просто, у нас не бывает ничего спокойного, чтобы мы все взяли с собой, все необходимое, ничего не забыли. В этот раз мы забыли воду взять с собой. Еду мы не взяли специально, но сейчас я уже думаю, наверное, зря. Вот, потому что мы плыли 1,5 часа, а уже вроде бы начинает одеться месяц. Вот. А пить хочется вообще уже сейчас. Особенно Оксане. Про воду мы вообще не подумали. Вот. Но сейчас я здесь заметил, есть какие-то большие ручейки, стекающие со скал. Конечно, сомнительно это пить. Но, быть может, так можно выжить. Это прям вообще самое настоящее выживание без воды и еды на необитаемом острове. Кроме того, что мы не взяли с собой воды и еды, мы не учли еще один важный фактор. Это то, как быстро может меняться погода. И пока мы наслаждаемся красотой и отдыхаем на этом замечательном острове, поднимается ветер и на остров опускается туман. И представьте, что те волны, которые вы видите сейчас, стали примерно вдвое выше. Это волнище. Поначалу было весело, но потом... Давайте посмотрим на карту. Площадь острова Шкота составляет почти 2,5 километра. И так как мы держимся на некотором удалении от берега, чтобы пройти на каяке вокруг острова, необходимо преодолеть путь около 10 километров. В момент, когда начался шторм, мы находились на этом пляже, а это значит, что нужно пройти еще 2/3 пути. В этот момент была мысль вернуться обратно, но двигаясь в этом направлении, волны накрывали бы нас сзади и сбоку, что казалось крайне непредсказуемо. И так как все же хотелось пройти вокруг острова, мы продолжили движение вперед. Сейчас уже темнеет, и я хочу рассказать о том, как закончилось наше плавание на каяке. А закончилось оно просто отлично. Мы добрались уже до места, где наша палатка. Это просто вообще прекрасно. Но это плавание не обошлось без
приключений, без сложностей. А какие сложности, мы расскажем с Оксаной вместе. Самое интересное началось, когда мы решили плыть дальше. Резко испортилась погода, появились тучи, туман, начало остров закрывать, и волны стали еще больше. И когда мы садились в каяк, с первого раза у нас не получилось, нас просто выкинуло на берег снова. Мы попробовали второй раз, получилось у нас, но нас очень сильно забросало волнами, так как это открытый каяк, внутри он пустотелый, и в нем находится воздух и есть пробки, которые каким-то образом открылись, и в них попала вода. Следовательно, каяк стал глубже опускаться в воду. Конечно, он не тонул, но он уже был ниже. При каждой волне нас закидывало водой, поэтому место, где мы сидели, оно было полностью водой наполнено. Когда начинаешь вдвоем одновременно грести, каяк начинает быстро идти, и когда проходит одна волна, каяк опускается вниз, и следом другая волна накрывает этот каяк, и просто это было и опасно, и неприятно. Вот поэтому я в основном только один греб, Оксана помогала, там подравнивала каяк так, чтобы мы направление держали. Не сказать, что волны были большие, но они были вообще не структурированные, то есть не так, как идет вот одна волна, другая и так вот плавно. Они были просто в разноброс, все вот так вот. И невозможно было предугадать даже, откуда там эта волна пойдет. То есть вроде бы ты направляешь каяк по направлению к волне, а волна бьет уже с другой стороны. Поэтому закидывала волнами. И ниша, где лежала вся наша техника, она была упакована в сумку, завернута в чехол от рюкзака и плюс еще в пакет. Но это не помогло. Я когда увидел, что просто наша сумка с телефонами, с камерой лежит в воде, я схватил, положил ее себе между колен и вот так вот коленями всю дорогу держал. Ну вот Оксане было страшно. Да и мне тоже было страшно на самом деле, потому что дальше там начались еще такие прям серьезные рифы, и было вообще непонятно, куда брать. Дальше от острова или ближе, и после рифов волны почему-то становятся, они такие как падающие волны, и с ними еще хуже бороться, поэтому мы старались подальше от острова держаться, но это было сложно. Вот пока мы плыли как раз в том месте, где открытое море, где маяк как раз, там вообще такие виды, конечно, там скалы огромные, пещеры просто. Все это хотелось бы снять, но просто не было возможности. Волнами закидывало так, что там нельзя было вообще ни на что отвлекаться. Каяк постоянно наполнялся водой. Хотя он и не тонул, но неудобно, некомфортно сидеть в очень холодной воде постоянно. Да, холодное течение и ветер был. Да, и туман прям такой сильный стоял, что даже вот верхушку острова вообще не было видно. Конечно, было страшно, потому что было непредсказуемо. И мы еще, сначала я перепугалась, я вообще забыла, как плыть, что вообще происходит на этом море и вообще что делать. Вот, поэтому Илья нас спасал. Когда мы обогнули этот остров, уже за маяк завернули, там какое-то спокойное прям такое течение, даже вода стала намного теплее, и потом уже каяк значительно быстрее пошел. То есть если до этого невозможно было грести одновременно двум, потом уже, когда вот за остров мы завернули, там было спокойное течение, и уже мы вдвоем быстро прям тут дошли, хотя, наверное, это треть пути, мы его прошли, наверное, за час. Если не меньше. Потому что было и тепло, уже стало прям приятно, и мы плыли по течению, не было никакого дискомфорта, и даже с волнами не нужно было сильно бороться, нас как будто бы несло волной к берегу. Мы надеялись, что встретим нерп, потому что в прошлый раз, кажется, видели их,
Но, может быть, мы и перепутали. Может, это либо птицы были. Нет, сказали же, что... Сказали, были нерпы, но мы никого не увидели. Может, даже если и они были, то нам просто было не до них. Вот. Поэтому ничего не получилось снять в тот момент, но... Теперь есть опыт, это интересно, это, но нужно выбирать погоду. Просто за островом, ну, открытое море, естественно. Ну, мне кажется, сегодня должно быть поспокойнее. Сегодня, вот, допустим, если плыть, тут вообще вода прозрачная, видно вон все дно, а вчера такого не было. Вот, к сожалению. Хотя хотелось бы, конечно, и на дно посмотреть. Но каяк это вообще мне очень понравилось. Единственное, что каяк открытый, скорее всего, не очень подходит вообще для вот таких морских плаваний. Потому что вот волнами забрасывает. В принципе, из него вообще легко выпасть, мне кажется. Ну, это надо волной. не понимать. Волной, если боком. Ну, у нас не было таких волн, чтобы нас прям могло выбросить в сторону. Это тогда надо и ловить какие-то боковые волны огромные. Но это лучше тогда тебе и не садиться за это. Просто ловишь боковые волны. Ну и удобно, что если двойной каяк, то может кто-то один грести, а другой отдыхать. Потому что если бы я одна гребла, у меня был бы свой каяк, а у Ильи свой, я бы не справилась. Мне было бы очень тяжело грести. Один гребет, другой вычерпывает воду из каяка. Так мы и плыли. До свидания, подписчики. Ильюшкины подписчики, пока. А если ты еще не подписан на этот канал, не забудь это сделать. Наше путешествие во Владивосток на этом не заканчивается. Будет еще парочка видео об этом. Да и про другие самые разные интересные места, которые мы посещаем, будет еще много выпусков.